Всем привет! Сегодня мы будем шить зайку-засыпайку. Это мягкая игрушка. Ее можно шить из плюша, махры, из любой мягкой ткани. Вот такая вот красивая игрушка. По многочисленным просьбам мы оцифровали выкройку и сняли МК. Распечатываем выкройку. В параметрах печати нужно проставить масштаб не по размеру страницы. Выкройка распечатала. Теперь нам нужно сверить масштаб. Правильно ли у нас масштаб выкройки? Вот этот квадрат должен был 10 на 10 сантиметров. У меня распечаталось верно. Теперь идем склеивать выкройку. Теперь нужно разложить листы выкройки согласно вот этой схеме. Тут пронумерованы листы. Тут перечень деталей, которые у нас. Далее складываем по номерам. Теперь мы соединяем выкройку не по размерам листа, так как лист в лотке принтера может сдвигаться, а по линиям. То есть линии у нас вот так вот должны быть продолжением, как бы совпадать. И склеиваем скотчем. Мы склеили листы. Теперь вырезаем выкройку. Вырезаем все детали. Выкройка оцифрована уже с припусками. Припуск 7 миллиметров. Линия пунктира — это линия стачивания деталей, то есть место, где должен проходить шов. Теперь раскладываем детали на ткани. Ткань у меня это гладкий плюш. Также можно делать его на коротеньком мехе, либо на махровой ткани. Также можно использовать велюр. Это уже на ваше усмотрение. Обязательно смотрим на каждой детали. Есть стрелочка, которая указывает направление ворса. То есть, если у вас ткань с ворсом, то раскладываем соответственно ворсу. Здесь сгиб. Деталь переда у нас со сгибом, поэтому ее накладываем к сгибу ткани. На этом списке у нас указано, сколько и каких деталей нужно. То есть передняя деталь у нас будет одна со сгибом. Далее спинка 2 детали, то есть мы накладываем уже у нас вдвое сложена ткань. Нос и хвост по одной тоже детали, а ухо 4 детали. То есть, чтобы было удобнее, можно заранее распечатать 2 уха.
Я приколола все детали, кроме тех, которые у нас выкраиваются в единственном экземпляре. Соответственно, ворс все стрелочки у меня вниз направлены, ворс у меня направлен вниз. Теперь детали нужно вырезать, но не торопитесь убирать булавочки и выкройки, чтобы потом не запутаться с деталями головы, всего остального. Все лучше делать постепенно. Не забываем, что выкройка у нас уже распечатана с припуском 7 мм, поэтому мы вырезаем вровень, выкраиваем вровень с выкройкой. Двойные детали я вырезала, теперь одинарные детали. Это нос и хвостик. Так как у меня плюш очень тоненький, в ушки я проложу тонкий утеплитель. Он у меня 60-ка с плотностью 60. Если у вас достаточно ворсистая и плотная ткань будет, например, когда я шью из махры, утеплитель я в ушки не вставляю. Начнем шить зайчика с ушек. Складываем 2 детали лицом к лицу. Если используете утеплитель, накладываем утеплитель и прошиваем. Не забываем, что припуски у нас 7 миллиметров. Теперь подрезаем лишний утеплитель и срезаем вот так уголочки ушек. Точно так же прошиваем второе ушко. Теперь берем деталь лица, мордочки, убираем булавки. И вот у этой выкройки, место, где должен был быть глазик, мы его так вот вырезаем для того, чтобы нам было удобнее наметить, чтобы глазки с обеих сторон у нас были на одинаковом уровне. Далее берем деталь мордочки, прикладываем их и уже намечаем либо водорастворимым маркером, либо простым карандашом намечаем глазки через вот это вот отверстие, которое мы вырезали. Далее можно вышить глазки либо сразу на деталях, либо можно их вышивать уже потом, когда зайчик будет готов. Я обычно вышиваю глазки на деталях. Глазки я вышиваю из ниток мулине. Вот эту ниточку я разделяю пополам, то есть по 3 ниточки. Вот такой вот толщины буду делать глазки. Вышивать. Я вставила нитку в иголку с большим ушком. И теперь, начиная от носовой части, то есть вот здесь будет нос, глаз, вот отсюда вот в сторону затылка, вот такими стежками. Вы можете, конечно, сделать по-своему, кому как больше нравится.
сделаю вот такую вот петельку небольшую, где-то миллиметра 4. И вот такими вот стежками я вышиваю глазки. Глаз готов. Точно так же, начиная со стороны носа, вышиваем на второй детали глаз. Теперь складываем деталь мордочки лицом к лицу и прошиваем вот этот вот прямой шов. На всех деталях мы делаем обязательно закрепки. Теперь берем деталь носа. Отмечаем здесь серединку. Можно сделать рассечку. И прикладываем деталь носа, вот эту рассечку, к шву. И пришиваем деталь носа. Вшили деталь носа. Теперь нам нужно наши ушки вывернуть, приутюжить их и вшить ушки. Теперь детали ушка мы накладываем к детали носа между вот этими швами. То есть вот таким вот образом от шва к середине носа. Второе ушко также. Прикалываем их. И закрепляем на машинке. Делаем чуть шов меньше, не 0,7 как наш припуск, а можно 0,3-0,5 где-то, потому что нам их нужно сейчас только закрепить. Теперь берем деталь головы. Эта деталь у нас с одной стороны, со стороны, которая идет к голове, двумя вот такими вот отметинами. Эти отметины, они должны идти вот к этой части головы. То есть можно так выбираете выкройку и сшиваете вот этот вот шов сначала сразу же вместе, чтобы этот и эту сторону не перепутать, какая сторона идет у нас к голове.
Такой вот у нас затылок получился. Теперь вот таким образом складываем ушки вот сюда. Накладываем деталь затылка, вот этот шов затылочный ровно между ушек соединяем. Можно скрепить булавочкой. Прошиваем от шеи через всю голову. Вот этот шов нужно разложить в разутюжку. Как и швы, которые у нас идут, швы носа и головы. Все швы в разутюжку. Деталь головы у нас почти готова. Теперь переходим к туловищу. Убираем выкройки. Вот здесь вот отметины. Их можно перенести либо с помощью карандаша, либо поставить засечки. Это место, через которое мы будем набивать игрушку. Теперь деталь спинки мы сшиваем вот до этой первой отметины. Не забываем ставить закрепки обязательно. Теперь от второй засечки вверх мы чуть-чуть делаем, буквально где-то 1 сантиметр строчку. То есть вот, не доходя засечки, я начинаю шить где-то примерно 1 сантиметр. Вот такой вот небольшой шовчик мы делаем. Обязательно ставим закрепки. Теперь деталь переда. Накладываем на нее деталь спинки. И прошиваем боковые швы от шеи вниз до лапы, вот до этого острого угла. Теперь вот в этих углах мы делаем рассечку, отсекая буквально за пару миллиметров до строчки. И вот в этих вот
небольших закруглениях также мы ставим несколько рассечек для того, чтобы швы ложились мягко и плавно. Вторую сторону прошиваем и делаем насечки точно так же. Затем прошиваем вот эту вот часть между ножек. Задний вот этот вот шовчик тоже в разутюжку. Теперь берем детали ступней и вшиваем в лапки таким вот образом. Можно также сделать рассечки, соединить булавочками к швам. Пришиваем. Также вшиваем вторую ступню в лапку. Теперь наша задача пришить голову. Для этого, если она у вас вывернута, выворачиваем ее обратно наизнанку. Зайчик по выкройке должен лежать на правой стороне, значит, с изнанки мы пришиваем голову на левую сторону. Вот эти вот все швы и швы головы должны совпадать, кроме деталей, где у нас перед. Перед у нас без шва, поэтому здесь ровно по центру переда можно поставить рассечку для того, чтобы соединить ее со швом. Таким образом шов середины спинки соединяются с боковым швом, который соединяет лицо и затылок, и так далее по кругу соединяются остальные швы. Этот шов соединяется с рассечкой переда. Когда швы скололи, можно сметать, не обязательно это сколоть булавками, можно просто приметать, для того, чтобы у нас не перекосилось ничего. И сшиваем. Припуск также 0,7 миллиметра. Ой, 0,7 сантиметра, 7 миллиметров.
После того, как пришили голову, убрали булавочки, если вы закрепляли булавками. Сейчас мы будем приступать к набивке игрушки. Еще добавляем рассечки на детали ступней, рассечки серединки тоже делаем. В общем, на всех закруглениях делаем рассечки, не доходя пару-тройку миллиметров до шва. Теперь выворачиваем через отверстие, которое у нас было оставлено. И приступаем к набивке. Набивать я буду аэропухом. Можно также набивать холофайбером, либо какими-то другими дополнителями, такими, чтобы они были мягкие, объемные. Сначала набиваем голову. Набивка должна быть достаточно плотная для того, чтобы голове придать определенную форму, чтобы она потом со временем не теряла форму, не сминалась сильно. Ну, то есть так, достаточно плотно нужно набить. Не жалейте наполнителя, иначе потом вам придется распарывать и добавлять. После того, как достаточно набили голову, набиваем остальное тело. Теперь отверстие зашиваем вручную потайными стежками. На велюры плюша из-за ворса потайные стежки тут практически не видно. Теперь берем деталь хвостика, собираем на нитку. Наполняем.
Стягиваем, подшиваем и затем будем пришивать хвостик вручную на спинку к зайчику, на то место, где мы потайными стежками зашивали отверстие. Пришиваем хвостик. Пришиваем тоже практически потайными стежками. Можно сделать несколько кругов для того, чтобы хвостик был пришит крепко, малыш его не оторвал. Зайчик наш почти готов. Теперь осталось только ему вышить нос. Опять я беру нитки мулине. У меня в 3 ниточки. Хвостик я прячу внутрь. Такой нос, ниточку можно спрятать потом. Таким образом закрепить в шве. Чтобы ее было незаметно. Все, наш зайка готов.